Всем привет! Сегодня будем снимать клапан вентиляции картерных газов. Я здесь буду менять уплотнение, также разберу клапан, покажу состояние мембраны и пружины. Для начала вам расскажу и покажу, как необходимо снимать. Здесь отключаете вот этот вот контакт подогревателя. Здесь шланги вынимаете. Здесь откручиваете болт и снимаете все вот с этих вот креплений. Нажимаете на них. Вот здесь на болте он крепится. И высовываете постепенно, чтобы не повредить вот этот вот шланг. Само расположение шлангов выглядит правильно вот таким вот образом. То есть смотрите, здесь крепление, все вот это вот сохранено, кроме вот этой вот обмотки. Эта обмотка сделана дополнительно, чтобы не повредить вот эту вот гофрированную трубу шланга. Вот показываю еще раз. То есть вот так вот это выглядит правильно в сборе. Итак, давайте приступим. Сейчас я его буду снимать. Начинаем вот с этого разъема. Отсоединяем от шланга крепление. Отводим вот эту вот часть в сторону. Здесь на шланге необходимо нажать и отвести его. Вот таким вот образом. Здесь откручиваем вот этот вот болт. Поддерживайте рукой, чтобы он не упал. Вот этот болт. Можно вот эту вот часть немного высунуть. Вот я высунул, видно. Далее вот здесь вот болт мы сейчас открутим. Сейчас я возьму ключ, выберу. Вот этот болт, он находится вот здесь вот. Здесь в креплении. Нащупать его пальцем и вставьте ключ. Придерживайте рукой, чтобы он не упал. Вот этот болт. Здесь необходимо нажать на клапан. Вот здесь вот крепление. И пропустить через этот вот шланг. То есть клапан в сборе. Вот так вот выглядит. Сейчас я его разберу и покажу вам. Вот эту вот крышку необходимо прогреть феном. Иначе при съеме здесь маленькой отверткой
подбирайте здесь и немного поддевайте. Иначе в противном случае вот эти вот крепления вы сломаете. То есть крышку необходимо прогреть феном, желательно. И осторожно поддевайте по очереди под эти вот крепления. Вот видите, чуть-чуть, буквально чуть-чуть отошла крышка. И вот так вот по кругу. Когда будете поддевать, придерживайте крышку. Здесь спешить не надо. При съеме вот этого вот корпуса клапанной крышки. Вот она отщелкнулась. То есть в таком состоянии вот сейчас я вам показываю. Вот я снял пружина. Здесь мембрана. И сам вот этот вот клапан. То есть видно, клапан, он играет роль влагоотделителя. То есть видно, здесь масло с влагой скапливается. И прорывающиеся картерные газы посредством вот этих вот двух элементов, пружина и мембрана, прорываются дальше в впускной коллектор. Здесь нагреватель стоит для того, чтобы конденсат не замерзал. То есть получается, но если вода попадает в впускной коллектор и впоследствии в цилиндре, стоит задуматься. Я сейчас поменяю уплотнение. Вот это вот здесь начало закидывать масло через это вот уплотнение. И почищу вот эту вот клапанную крышку, то есть вот этот вот корпус. Итак, перед вами полностью разобранный клапан вентиляции картерных газов. Выглядит он вот таким вот образом. Соответственно, корпус клапана, пружина, мембрана, крышка. Задняя сторона клапана, его номер. Вот он родной. То есть шланги. У меня это сделано вот таким вот образом. Здесь смотрите, вот этот вот подогревательный элемент. То есть посмотрите на тот момент, что вот эту вот часть, то есть внутреннюю, я почистил. Вот здесь вот. То есть вся она сухая и без масла. Вот на свет показываю, видно. Вот эту часть, то есть вот этот вот кусок шланга, то есть и здесь центр его,
я не чистил. Сейчас скажу почему. Смотрите. Бумага, она чистая. Вот видите, я пытаюсь стряхнуть конденсат, масло. То есть, видите, бумага чистая. Шланг, вы видите, немного влажный. То есть, я его не чистил. Объясню сейчас, почему происходит. Каждый владелец первоначально думает, что он поменяет мембрану. Понятно, само собой, если мембрана порвана, вам необходимо будет ее заменить. Но есть другая сторона причины, почему начинает, к примеру, повышается расход масла, то есть начинает есть двигатель масла, также обороты и так далее. Виной всему вот это вот, это пружина. Эта пружина не родная, назовем ее, так сказать, это улучшенная версия пружины для вот этого вот клапана вентиляции картерных газов в сборе. Вот эту вот пружину конкретно я уже эксплуатирую ориентировочно где-то 5 лет. То есть она у меня стоит в клапане. Первоначально я столкнулся с той проблемой, что когда разбирался, почему у меня вдруг появилось масло в коллекторе, то есть вы можете снять вот этот коллектор, снимается он достаточно просто, и перевернуть и посмотреть, если у вас масло в коллекторе, то есть двигатель будет есть это масло, то есть помимо того, вот это вот механизм, который здесь расположен, как он работает по влагоотделению, он будет закидывать вам масло в впускной коллектор, и соответственно с впускного коллектора все масло будет попадать в камеру сгорания двигателя, будет нагар и так далее. То есть двигатель будет есть масло. Помимо этого, соответственно, в двигатель будет попадать конденсат. Если это двигатель на чугунном блоке, то есть ему в принципе не страшен конденсат, то для двигателей 4,5, там 4,8 есть необходимо заменить вот эту вот пружину, то есть или покупайте клапана в сборе с новыми пружинами ориентировочно каждые 100 тысяч километров, то есть вы должны знать разницу работы клапана вентиляции картерных газов и смотреть за его работой. Двигатели 4,5, 4,8 это надежные моторы, там на них сплав, то есть грамотные инженеры их делали. Объясню почему. Попадает вода в впускной коллектор и образуется задир на стенках цилиндров. То есть поршень просто счищает вот это вот специальное напыление на стенках цилиндра. Из-за этого получается у вас задиры. Решение проблемы это вот эта вот пружина. То есть покупайте или клапана в сборе, или так далее. То есть для двигателя 3.2 это расход бензина, это жор масла, это устойчивые обороты, то есть все дело вот в этом. Также, то есть вот эта вот мембрана, она не родная, родная мембрана у меня есть, то есть она целая. Я вам объясняю, пока я разбирался вот с этим клапаном вентиляции картерных газов, я пришел к тому выводу, что необходимо заменить именно пружину. Пружина тюнингована, сделана на заказ по моим чертежам. И про особенность установки пружины скажу пару слов. Вот этот вот клапан, смотрите, здесь в нем есть отверстие. Вам необходимо вставить сверло по диаметру вот этого вот клапана на 0,5 больше. Пройтись им до вот этого вот круга. Прижать и пройтись. Здесь очередное сверло вам необходимо ставить на миллиметр больше. Прижать и пройтись им. После этого собирать вот этот вот
клапан в сборе. Он будет достаточно надежно работать, проблем с ним больше не будет. Также с самой мембраной, видите, ее состояние, прекрасное состояние. Мембрану необходимо смазать смазкой с верхней стороны и чуть-чуть с нижней, чтобы с верхней стороны она находилась, как бы, получается, смазки. То есть вы видели, что у меня здесь крышка была смазки, я ее протер. Когда будете производить установку клапана вентиляции картерных газов на свое место, то есть впускной коллектор, смотрите, чтобы вот эти вот посадочные места, а именно вот это вот, здесь трубка, здесь направляющее крепление, здесь трубка, то есть они входили равномерно, все три, в впускной коллектор. И вот эту вот трубку огибайте и поддевайте клапан вентиляции картерных газов, чтобы он зашел помимо вот этой трубки. То есть, чтобы он зашел в обход вот этой вот трубки. Вот эти вот крепления сейчас все на своих местах стоят. Выглядит это вот таким вот образом правильно. Здесь я восстановил крепление, которое у меня было сломано. И один момент, когда вы будете чистить вот этот вот клапан, смотрите, у меня здесь специальная изоляция. Видео про это у меня есть на канале, я скину в подсказках. Чистить клапан вы можете только вот в этих местах, то есть вот этот шланг внутри клапана от масла. Вот этот шланг не чистите, то есть не допускайте туда попадания никаких веществ, так как он гофрированный. Вы его обезжирите и он треснет. Вот таким вот методом вы можете его защитить. Если у вас вдруг появится трещина на этом шланге, единственный метод, который я вам могу порекомендовать, это пайка паяльником, то есть возвратить и заделать вот эти вот трещины. Далее вот таким вот образом я вам рекомендую сделать видео про, так как у меня здесь сделано, есть на моем канале. Смотрите, ищите там. Ссылку я скину. Вот таким образом выглядит сборка клапана вентиляции картерных газов. Это правильно. То есть все крепления на своих местах и расположение шлангов. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.